Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим тарт, который я готовлю практически на все банкеты. Для этого нам нужны финики. У фиников я убираю косточку, что естественно, и нарезаю мелко, произвольно, в такую легкую кашицу. Дальше вы поймете, зачем нам это нужно. Дальше нам нужно сливочное масло. Я взвешиваю. Также песочное печенье. Печенье будем измельчать в мелкую крошку. После нарезаем сливочное масло на кусочки и добавляем в блендер. И продолжаем измельчать до легкой кашицы. Я подготавливаю форму, застилаю пергаментной бумагой дно, высыпаем печенье и формируем тарт. Все очень нужно плотно, хорошо уплотнить. По желанию тарт можно пропечь в духовке 180 градусов 15 минут, а можно просто поставить в холодильник или в морозилку. Пока мы будем готовить следующие ингредиенты. Нам нужна шоколадная паста. Я распускаю ее на водяной бане, добавляю грецкий орех. Пока прогревается паста, смазываем дно тарта финиками. Тонким-тонким слоем все растягиваем. Также сверху выливаем шоколад с орехами и разравниваем тонким слоем. Далее протираем облепиху, которую я проварила с добавлением водички 50 мл и 1 столовой ложечки сахара. Измельчила блендером и все протираем. Выливаю подготовленную заранее прогретую водяную баню. Добавляю сахар, желтки, щепотку соли, сливочное масло. Огонь у нас максимальный. Все тщательно, быстро перемешиваю. Добавляю желатин и довожу до вот такого густого состояния. Если два берега на ложечке не сходятся, курт уже готов. Подготавливаем ингредиенты для меренги. Выливаем белки в дежу миксера. На огонь максимальный я поставила воду и сахар, вот как вы видите. После закипания добавляю желатин. Выключаю огонь. Сироп я готовила без желатина на максимальном огне 10 минут. С желатином сразу выключаю огонь, снимаю и тонкой струйкой ввожу во взбитые белки с добавлением щепотки соли. И взбиваю белки до полного охлаждения на максимальных оборотах в среднем 25 минут. Добавляю ванильный сахар, лимонную кислоту. Курт практически полностью остыл. Пробиваю его блендером. Откладываю, отливаю один ополовник в сторону для украшения. Остальное переливаю в более глубокую емкость. Белки у нас полностью уже взбились. Меренга готова. Вот такие жесткие пики. Откладываю в кондитерский мешок также для украшения
меренгу, практически полный кондитерский мешочек. Вот с такой вот насадочкой. Остальную меренгу частями добавляю в курт. И все активно перемешиваю. Если у вас останется мусс, остальное можете разлить по креманочкам. Будет у вас облепиховое птичье молоко. Но остается практически очень мало. Все уходит на тарт. Вот такое нежное, пышное. Получается пышный, прекрасный мусс. Выливаем на тарт толстым-толстым слоем. Все разравниваем. И украшаем. Друзья, это очень-очень вкусный, нарядный тарт. Обязательно приготовьте. Поверьте, гости будут в восторге. Без преувеличения. Кто пробует один раз этот тарт, просят его постоянно приготовить снова и снова. Поэтому сохраняйте рецепт, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Впереди будет еще очень много интересных домашних рецептов. Мне будет очень-очень приятно, если мы будем с вами дальше вместе наблюдать за моим творчеством. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.